Ну, то есть есть определенный цикл медитации, да, там 42 их сейчас. И есть, периодически возникает такое желание вот сесть и вообще пересмотреть друг за другом. Ну, то есть там, не знаю, 2 дня получится примерно, наверное, 3, да, если делать перерывы, посвятить, чисто пересматривать вот эти медитации, да. Во-первых, наверно, что, если такой импульс возникает, что это за импульс, если возможно ответить на этот вопрос? Не конкретно меня, вообще в общем. И не является ли такой импульс вот этим поиском вот этих состояний, которые испытываются во время медитации, как, ну, формой зависимости или ухода от, ну, внешней жизни? Обычно бы человек сказал ухода от реальности. Ну, или ухода от реальности. Да. Ну, конечно, с точки зрения ухода от реальности, если вы воспринимаете реальность, материальный мир, а духовный мир что-то другое, конечно, это уход от реальности. Если вы воспринимаете, воспринимаете духовный мир как, источник, и как некоторую основу, по крайней мере, то, что шире материального мира, то как вы можете уйти от реальности, находясь в основе? Вы наоборот уходите в реальность. То есть, если по факту посмотреть, то расширение восприятия — это уход в реальность, а не уход от реальности. Исключительно уход в реальность. Потому что, расширяя свое восприятие, вы ни в коем случае не придете в сознание того, что материальный мир не нужен. Расширяя свое восприятие, вы никогда не перейдете от того, что материальный мир — это там бессмысленная история, здесь не надо жить, не надо делать, не надо заводить семью, не надо работать, не надо гвоздь забивать, не надо там дерево сажать и так далее. Вы никогда в жизни вы не будете так рассуждать. Не надо заботиться о своем физическом теле, вы не будете так делать. Вы не будете так делать. Вы будете понимать, что это часть всего, это ваша жизнь. И зачем вам губить вашу жизнь? Это ваша жизнь. Это очень важно. Это ваша жизнь. Вот это и есть реальность. Настоящая реальность. Если говорить про... действительно сейчас больше 40 медитаций есть, да, и на момент съемки этого видео там 42. И в целом сесть все 42 медитации, пересмотреть там за несколько дней, ну, как бы войти в такое состояние, изолироваться от внешнего окружения, это неплохая практика. Достаточно хорошая практика. Не то чтобы это единственная возможная практика, но это хорошая практика так сделать. А может ли быть такое, что человек войдет в просмотр такого, например, на месяц? Ну, вот каждый день он будет сидеть и смотреть. Я думаю, что вероятность этого события и энергии, она небольшая. И если это произойдет, то значит это произойдет. В этом точно нету... Это тоже очень хорошее событие. Вопрос, сможет ли человек это сделать. Ну, если кто-то сможет неделю просидеть каждый день там, по 12 часов в медитациях, кто-то сможет это сделать, напишите мне. Это очень... Я сейчас говорю про медитации, которые выложены в этом цикле с номерами. Я сейчас говорю про них, про номерные все же медитации, потому что они несут определенное значение. То есть есть разные медитативные погружения, потому что все же эти медитации, они не направлены на то, чтобы вы испытали, просто успокоились, например. То есть есть все же вещи, направленные просто на спокойствие, там, хорошую музыку послушать. Вот я, например, занимаюсь фортепиано, и независимо от того, в каком я есть состоянии, когда я сажусь на занятия, то у меня сразу же снижается сердцебиение, биение и увеличивается частота ЧСС, да, и то, что по-английски HRV, увеличивается сразу же. Я на прошлой неделе, у меня 3 дня назад было занятие, 3 часа подряд. Я ни разу со стула не встал. Вообще. Через 2 часа 40 я почувствовал усталость. Я почувствовал прямо, что я физически устал. То есть у меня начал мозг прямо потухать. То есть такой прямо накат был. И даже это не... Ну, это вот такая прямо мозговая усталость была. Ну, я думаю, что и всей физической системы. Но при этом пульс и HRV у меня все время показывал восстановление. Все время показывал восстановление. Это очень... Это почему? Потому что, ну, это вот это как бы некоторые действия, направленные на... для того, чтобы вы перешли в определенное состояние. Понятно, что я занимаюсь музыкой не для этого. Но вот все же есть когда медитации, которые направлены на это, которые направлены на вот это состояние определенного успокоения. Многие люди для этого делают ряд упражнений. Ходят в бассейн, там бегают,
или просто ходят, гуляют. То есть делают определенные вещи для того, чтобы успокоиться. Просто успокоить систему. И, кстати, большой вопрос, что лучше, в бассейне поплавать и успокоить систему, или на диване фильм посмотреть, успокоить систему? Вот это же вопрос большой достаточно, да? А что лучше на самом деле, в реальности вообще? Вот в реальности что лучше? Я могу сказать, что так как я слежу вот за разными показателями, у меня основная направленность, это основное внимание у меня, это влияние разных состояний расширения сознания на эти показатели. Так вот, когда я фильм смотрю, кино смотрю, у меня так же, как во время фортепиано, весь организм отдыхает. Практически всегда. То есть я ухожу в расслабленность, я расслабляюсь, меня это не напрягает. Каких-то людей, я про это говорил, каких-то людей это может очень сильно напрягать. Если они смотрят, там, не знаю, кто-то стреляет или кого-то убивают, у них может подниматься, наоборот, им может становиться плохо. Есть люди, которые не могут, им прям плохо становится. Но это вопрос индивидуального, где-то в том числе организма. Возвращаясь назад к вопросу с точки зрения зависимости, является ли нахождение вот в таких состояниях, является ли зависимостью? Это же, представляешь, насколько вообще мир аменталился, да, и ассоциарился, чтобы называть зависимостью то, чему человек по-настоящему должен уделять время очень много, а он тому не уделяет. В наше время люди, которые начинают за питанием следить и сахар не едят, их уже говорят, что они зависимые. Они addicted. Считается, что это человек зависимый. То есть если человек следит за своим питанием, он зависимый. Если он следит за своим телом, он зависимый. Если следит за своим состоянием, то он зависимый. Так вот, вопрос всегда смотреть, зачем он это делает. И действительно, можно следить за своим телом и быть зависимым, потому что тебе надо, чтобы тебя люди другие признавали. А можно следить за своим телом для того, чтобы расширять свое восприятие и чувствовать себя хорошо. Можно ли быть зависимым от медитации? Можно. Если вы сформировали себе общество, в котором отсутствие определенных занятий, упражнений, если вы это не говорите, то вам будет тяжело. Ну и мы можем видеть это по блогам огромного количества людей, по их экзальтации определенных состояний. Это можно видеть по их экзальтации вообще сразу же, в 2 секунды считать, про что человек рассказывает. Другой момент, что все же есть там, профессиональное блогерство, и в нем люди могут снимать какие-то видео для того, чтобы набрать просмотры, например. Ну, действительно, окей. Но в целом можно посмотреть дальше, наблюдая за человеком, действительно, что является его различными зависимостями, или путешествие для него — это расширение восприятия, или путешествие — это зависимость. Знакомство с новыми людьми — это расширение восприятия, или это зависимость. Это свобода или зависимость? И здесь практически каждое действие, ну, не все, но очень много действий в мире можно одновременно выразить в виде зависимости и в виде свободы расширения восприятия, в зависимости от внутренних импульсов, которые есть, в зависимости от состояний внутренних, которых есть. Вообще-то это нормальная, естественная зависимость — заниматься собственным изучением. Это цель человека — познать себя. Если цель человека — познать себя и прийти к истине и к собственному знанию, то можно ли от этого быть зависимым вообще? Так вы и так от этого зависите, потому что это ваша основная задача в жизни. Это ваша задача. Так же, как вы, собственно, человек зависит от физического тела, от его здоровья. Поэтому, говорит, он там зависим тем, что он следит за своим здоровьем. Ну, вообще-то это нормально. Вообще-то это нормально, абсолютно. Потому что он и так зависит от физического тела очень сильно. Очень сильно зависит от физического тела. Так же, как от денег. Так же, как от денег. Вопрос — это история, с какого слоя вообще это все разбирать. Но в нашем естественном мире деньги нужны для жизни. Они нужны. Для того, чтобы делать определенные вещи, вы зависимы, вы не сделаете их. Не перелетите на самолете, если у вас нет денег. Вы просто это не сделаете. У вас не получится это. Вы не получите определенную еду, если у вас нет денег. Но вопрос — это естественная зависимость или это зависимость с точки зрения собственного имиджа или репутации и питания определенных у тебя специфических состояний. Поэтому в медитации вопрос все время посмотреть, на что направлен импульс. Если импульс направлен на познание себя и на истинное расширение восприятия,
или импульс направлен на то, что мы живем в духовном мире. Вот хочу вот на это прям импульс быть. Это не может сформировать никакой зависимости. Вы сидите в этих состояниях хоть годами. Это естественное, здоровое, нормальное состояние. Другой аспект, что есть физическое тело человека, есть психофизические программы разные, есть наследственные программы, есть наследственность, есть ваша жизнь с точки зрения течения кармы. И в переплетении с этим поиском, с поиском истины, да, с этим временем поиска истины, у вас могут возникать абсолютно разные состояния, в том числе формироваться зависимость, но из-за этого переплетения, а не из-за того, что вы ищете истину, да. Ты всегда транслируешь то, что, да, медитация — это соединение с собой, со своим «я». А может ли быть так, что медитации будут усиливать эго, а не растворять его? Может ли не происходить вообще соединение со своим «я» во время медитации? Дело в том, что это вопрос, он очень широкий, очень большой, очень общий. С другой стороны. Общее это что значит? Представь, ты расширяешь восприятие, у тебя присутствует эго. Представь, у этого эго балл, не знаю, 300. Да, я так материально опишу. И ты расширяешь свое восприятие, ты до этого находила в сознании свое эго на 30, и тут начала видеть у тебя состояние 300. Когда ты начала это видеть, оно еще больше активировалось. Оно стало жить. То есть ты дал жизнь этому эго. Может ли такое быть, что при расширении восприятия ты дашь этому жизнь? Может быть. Но ты его начнешь осознавать. Но оно как было на 300, оно также на 300 и осталось. Есть ли медитации, которые ведут к расширению эго? Конечно, есть. Но если вы садитесь в медитацию для того, чтобы принести вред другим людям, если вы садитесь в медитацию для того, чтобы получить силу, если вы садитесь в медитацию для того, чтобы в блоге получить больше подписчиков, если вы рассказываете людям о том, что надо делать медитацию, потому что это ведет к заработку денег, если вы показываете, что вот посмотрите, я уже деньги заработал, и сейчас я всем расскажу, как духовно надо развиваться. И такая же самая стандартная тема в предпринимательских сообществах. Люди деньги заработали, теперь им надо собой заняться, значит, успокоение найти и так далее. Это все расширение эго. Все абсолютно расширение эго. Но опять же мы к чему приходим? Может ли спорт привести к тому, что вы умрете? Конечно, может. Если вы начнете прыгать не с 10 сантиметров, а начнете прыгать с 6 метров каждую секунду, да? Может ли привести? Паркуром начнете заниматься сразу же полностью, вот тем, который показывают. Получите, вы умрете. Вы умрете. Вы начнете делать те действия, которые делать не надо, которые ведут к отрицательному развитию. Просто еще раз, медитация в современном мире, в материальном мире называется что-то сверхположительное. Так же, как церковь или религия. В каждой стране для каждого человека. Причем человек говорит, вот у меня религия правильная, а у него нет. Является что-то сверхположительное. Вот в чем вся суть. Но можете ли вы расширить и навредить своему эго, если вы будете закрытыми глазами каждый день 20 минут с ровной спиной сидеть? Не можете. Нет этой цепочки. Такой цепочки не существует. Другой аспект, что, находясь в этом состоянии, вы в целом можете сформировать убеждение, что власть для вас является более сильной. Находясь в этом состоянии, вы можете получить импульс от темных сил. Буду использовать эту фразу, но хотя я не любитель ее использовать, темных сил, разделения такого, да, потому что все же существуют слои отсутствия разделения. Темных сил, что вы святая личность, и вам необходимо делать определенные действия, что увеличит ваше эго. Можно ли, расширяя восприятие, сформировать? Но это так же ровно, как в предыдущем вопросе про власть. Человек должен понимать, что, расширяя восприятие, он получает силу. И любое действие не то, вы сходите с дороги. Просто дело в том, что когда человек расширил восприятие, у него быстрее то, что называется кармическим возвратом. У него быстрее система кармические обратная реакция происходит. Не надо, Галя, забывать, что есть обратный кармический процесс. И любые действия, даже которые человек сделает, у него все равно через карму в большинстве случаев они трансформируются. Не во всех, но в большинстве.
Ну, потому что есть случаи, когда все же человек уйдет в полноценную деградацию. И на Земле сейчас есть люди, в том числе с огромной властью, которые не перейдут уже в инкарнации. Их уже уничтожили. Их духовно как человека, это робот, это машина уже. Это не человек. Это ни о какой свободе, ни о какой чистой человеческой энергии речи быть не может. Но это все очень не то что сложно, это все очень дополнительно, пока человек не пришел к вопросу и к импульсу поиска настоящей истины. Ну и почему бы и нет 40 с чем-то медитации сделать за несколько дней.